Ты слушаешь Радио Мария. «23 февраля в прямом эфире на Радио Мария главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Вчерашним вечером, 22 февраля, по меньшей мере 9 ракет были выпущены из Ливана по голландским высотам. Несколько ракет перехватил железный купол. По сообщению военных, пострадавших не было. Напомню, что группировка Хизбалла, которая базируется в Ливане, начиная с 7 октября, каждый день пускает ракеты по населенным пунктам на севере Израиля. Более 100 тысяч жителей приграничных районов эвакуированы. Главные новости Израиля. К теме Хизбаллы в Ливане мы сегодня еще вернемся в нашем выпуске, пока что к другим событиям. После вчерашнего нападения в Маале-Адумим, о котором мы подробно писали на вкладке «Сообщество» на нашем YouTube-канале Радио Мария, сегодня армия обороны Израиля заявила, что военные сейчас действуют на западном берегу, недалеко от Вифлеема, родного города одного из троих нападавших. Царь сообщает, что военные задерживают и допрашивают подозреваемых. Армия обороны Израиля добавляет, что она усилила силы на западном берегу, чтобы предотвратить возможные дополнительные атаки. Напомню, что в результате вчерашнего нападения недалеко от Иерусалима пострадало 17 человек, один пострадавший скончался. Трое нападавших приехали на автомобиле, вышли из него и открыли огонь по машинам, которые стояли в пробке. Двое из них были ликвидированы, один взят живым. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир после вчерашнего нападения заявил, цитирую: «Я думаю, что сегодня все понимают, что оружие спасает жизни. 6 месяцев назад я сказал, что право поселенцев на жизнь важнее свободы передвижения палестинцев. Право на жизнь для евреев, проживающих на западном берегу, важнее, чем свобода передвижения для жителей палестинской автономии. Я ожидаю, что на контрольно-пропускных пунктах будет все больше и больше ограничений. Наши враги не ищут оправданий, наши враги просто хотят нам навредить. Я буду добиваться ограничения доступа мусульман к молитвам в комплексе Аль-Акса на вершине Храмовой горы в Рамадан». Об этом заявил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Тем временем служба скорой помощи Маген-Давид-Адом, а также Министерство здравоохранения Израиля призывает людей сдать кровь после вчерашнего нападения возле Маале-Адумим. Цитирую: «Из-за нехватки крови для переливания Министерство здравоохранения и служба крови Маген-Давид-Адом призывает людей приходить и сдавать кровь в пунктах сдачи крови по всей стране», говорится в заявлении министерства. Подробную информацию можно найти на сайте Маген-Давид-Адом. Террористы Хамас выступили с заявлением, в котором хвалят вчерашнее нападение возле Маале-Адумим и называют его естественным ответом на войну в секторе Газа. Также группировка прокомментировала сообщение Израиля, цитирую: «Если Израиль не допустит верующих в мечеть Аль-Акса во время Рамадана, это не принесет ему безопасности». Конец цитаты. Главные новости Израиля. Далее к другим событиям. Военный кабинет Израиля решил отправить делегацию в Париж для переговоров по освобождению заложников. Решение было принято после того, как появились сообщения о том, что Хамас якобы продемонстрировали определенную гибкость по условиям соглашения. Но после появления этой информации террористы Хамас заявили, что все слухи о прогрессе в переговорах не соответствуют действительности. Цитирую: «Израиль по-прежнему настаивает на своих условиях, отвергая большую часть условий Хамаса, называя их нелогичными условиями», сообщила группировка. Напомню, что Израиль отказывается от вывода войск из сектора Газа и освобождения тысяч палестинских заключенных из израильских тюрем.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Хамас готовы согласиться на освобождение 3000 заключенных в рамках потенциальной сделки по освобождению заложников. Однако, по словам египетских чиновников, Хамас хочет по-прежнему освободить террористов, отбывающих пожизненные сроки заключения. И возвращаемся к ливанской террористической группировке Хизбалла в Ливане. Она подтверждает, что еще один член группировки был ликвидирован 22 февраля израильским огнем. Его зовут Хишам Абдулла. Напомню, он был ликвидирован на юге Ливана вместе с другим боевиком Хасаном Салахом. Хизбалла объявила, что их боевики пали по дороге в Иерусалим. Именно так Хизбалла обозначает гибель своих боевиков, которые пали от израильских ударов. В выпуске «Кан Хадашот» общественная телерадиокомпания Израиля «Кан» сообщает, что Салах был старшим командиром элитных сил Хизбаллы и что он был, цитирую, выдающимся экспертом по ракетам. Лидер Хизбаллы Хасан Насралла пообещал отомстить за своих людей. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече группы стран Большой Двадцатки с министрами иностранных дел в Бразилии заявил, что группа пришла к единому мнению относительно необходимости решения о создании двух государств как единственного пути к миру в израильско-палестинском конфликте. Цитирую: «Я не слышал никого против. Был запрос на решение проблемы создания двух государств», — говорит Боррель. «Не будет мира, не будет устойчивой безопасности для Израиля, если у палестинцев не будет четкой политической перспективы построить свое собственное государство», заявил Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Главные новости Израиля. Агентство ООН по делам палестинских беженцев после скандала, где его 12 сотрудников обвинили в работе на Хамас, сообщило, что если страны-доноры, которые приостановили финансирование после обвинений Израиля, не возобновят финансирование, будут ужасные последствия. Напомню, что 16 стран приостановили финансирование агентства ООН по делам палестинцев в ожидании расследования обвинений Израиля. Цитирую: «Мы надеемся, что как можно больше доноров пересмотрят вопрос о замораживании финансирования, и что финансирование будет восстановлено, и что у нас не возникнет проблем с деньгами, и мы сможем предоставлять свои услуги», заявили в агентстве ООН. Тем временем в Международном суде ООН продолжаются слушания о правовых последствиях, цитирую, оккупации палестинских территорий. Китай и Иран потребовали признать действия Израиля незаконными. Китай заявил, что палестинцы имеют право вести вооруженную борьбу против Израиля. Советник по правовым вопросам Министерства иностранных дел Китая утверждает, что в стремлении к праву на самоопределение палестинский народ имеет право на применение силы для сопротивления иностранному угнетению, а также для завершения создания палестинского государства. Приводя примеры различных народов, которые освободились от колониального господства путем вооруженного сопротивления, советник по правовым вопросам Министерства иностранных дел Китая утверждает, что акты нападения на израильских граждан со стороны палестинцев – это, цитирую, не терроризм, а законная вооруженная борьба. Многочисленные другие резолюции признают законность борьбы за реализацию права на самоопределение всеми доступными средствами, включая вооруженную борьбу народов, которые находятся под колониальным господством или же иностранной оккупацией, заявил в суде Ма Синьмин, советник по правовым вопросам Министерства иностранных дел Китая. Новые протесты в секторе Газа против лидера террористов Хамас в Газе Яхьи Синвара. В последние дни мы стали свидетелями резкого увеличения демонстраций против Хамаса и тех, кто стоит во главе группировки.
Демонстрации проходят под лозунгом «Народ хочет свергнуть Хамас». Напомню, что в 2011 году лидер Хамаса Яхья Синвар был освобожден из израильской тюрьмы, где отбывал пожизненный срок. Это произошло в рамках беспрецедентного обмена 1027 палестинцев из израильских тюрем на солдата армии обороны Израиля Гилада Шалита. Тогда Израиль до последнего сомневался, соглашаться ли внести в список для обмена Яхью Синвара. В заключении Синвар часами разговаривал с израильтянами, изучал культуру и пристрастился к израильским телеканалам. В 2008 году у Синвара обнаружили заболевание головного мозга. Его прооперировали в израильской больнице и спасли ему жизнь. Также Синвар выучил в тюрьме иврит. Выжившие после нападения Хамаса 7 октября подали иск в суд Флориды против Associated Press, одного из крупнейших международных агентств, утверждая, что именно это агентство помогало Хамасу, используя независимых фотокорреспондентов, которые были задействованы в нападении 7 октября. Associated Press не ответила на иск, но ранее отрицала утверждение о наличии предварительной информации об атаке на Израиль. Истцов представляет некоммерческая организация «Национальный еврейский правозащитный центр». В иске упоминаются имена 4 независимых фотографов, чьи работы были куплены и опубликованы Associated Press. Все 4 являются известными близкими соратниками Хамаса, которые с радостью присоединились к террористам Хамаса во время нападения на Израиль 7 октября. К иску приложены и фотографии, которые вы сейчас видите на своих экранах. Напомню, что параллельно радиоверсии сейчас на YouTube-канале идет и видеоверсия главных новостей Израиля. Главные новости Израиля. Продолжаем новости Израиля на радио Нария. Нам нужна ваша поддержка. Поддержать радио Нария очень просто. Поставьте лайк этому видео, напишите свой комментарий, а также не забудьте подписаться на канал. Ваша поддержка очень важна для нас. Также напомню, что на нашу радиостанцию осуществляют атаки недоброжелатели. Чтобы не потерять связь с нами, мы создали резервный YouTube-канал. Если мы не сможем выйти в эфир на основном YouTube-канале, на котором вы сейчас смотрите эти новости, эфиры начнут выходить на резервном YouTube-канале. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Важно подписаться. Спасибо, что вы с нами. Правда, которую мы говорим, многим не нравится. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу вчера, 22 февраля, посетил альпинистское подразделение из 188-й бригаду, которые дислоцированы на горе Хермон. Биньямин Нетаньягу сказал: «Я рад вас видеть. Я только что получил отзыв от ваших командиров о вашей деятельности и хочу прежде всего поприветствовать вас. Вы с начала войны выполняете важную работу. С юга на север мы находимся в состоянии войны. На самом деле мы ведем битву от сектора Газа и Рафеха до Хермона, а посередине мы также боремся с терроризмом по всей стране. Прежде всего хочу выразить соболезнования семье погибшего во время вчерашнего нападения возле Иерусалима. Конечно же, пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим. На юге у нас одна простая цель – это полная победа. Мы находимся на пути к ликвидации Хамаса и освобождению наших заложников. Мы не успокоимся, пока не добьемся полной победы. На севере у нас простая цель – вернуть жителей домой. Чтобы вернуть жителей, нам нужно вернуть чувство безопасности. А чтобы вернуть чувство безопасности, нам нужно вернуть безопасность. И это будет достигнуто. Мы добьемся этого одним из двух способов: военным путем, если потребуется, политическим путем, если это возможно. Но в любом случае Хизбалла должна понять, что мы восстановим безопасность. Весь народ Израиля поддерживает вас. Горжусь вами. Поддерживаю и верю в каждого из вас», — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу.
Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже в воскресенье, 25 февраля, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова с вами в прямом эфире. Шаббат шалом. До встречи.